Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои дорогие любимые подписчики и гости канала, те, кто, быть может, совершенно случайно оказались на канале Таро Немо. Таро расклад. Тайные разговоры о вас, за вашей спиной. Давайте узнаем, что говорят о вас, и вы не знаете, вы не видите, может быть, и предполагаете. Но вот так вот в целом хочется прояснить иногда обстановку, и мы пока не знаем, что нам раскроют карты. У нас сегодня колода ангелов-хранителей. Вот давайте как подсказки высших сил. Может быть, отчасти такая потоковая информация. Необычный вопрос. Но давайте мы с вами узнаем, так на самом деле, может быть, прояснение некоторых ситуаций, или вы что-то услышите, переложите на какую-то больше конкретную сложившуюся обстановку, и для вас тоже больше будет подсказок. Итак, вначале мы, конечно, делаем вашу сигнификацию, чтобы было от чего оттолкнуться, а вы могли определиться, насколько это откликается вашей душе, насколько это с вами резонирует. Кто вы? Что происходит в вашей жизни прямо сейчас? Итак, кто же вы? С кем будут говорить карты? Ух ты, тут у нас деятельные люди, это факт. Вообще в этой колоде туз земли или туз пентаклей – это всегда возможности. Вы находите эти возможности даже там, где другие не видят. Вот это точно. Вы умеете идти вперед, даже, знаете, может быть, иногда на ощупь. Одновременно вы и что-то изучаете. Это человек, у которого очень много интересов. Может быть, это ваша судьба отчасти. Всегда ведь туз пентаклей говорит о чем? Как новый жизненный этап. Вы можете это сейчас ощущать. А может быть, этих этапов в вашей жизни было несколько, вот кстати. И знаете, тут мы можем и даже менять место жительства. Мы можем менять сферу деятельности, кстати. Мы можем изучать какие-то новые науки, языки. Не случайно мальчик нам изображен. Ну, такой вот знайка именно, потому что он как будто даже вот такой вот счастливый, улыбается. И книжка у него под мышкой. Вот, мои дорогие, это вот элемент того, что мы изучаем. Но в этой колоде карт это еще изобилие, процветание, возможности, ресурсы. Вот вы ресурсный человек, вот что о вас сказать. Да вы даже, может быть, находите выход там, где остальные мрак видят, а для вас какая-то перезагрузка, она для вас означает, что новый жизненный этап начинается. Может быть, вы буквально в вашей жизни сталкивались с тем, что, ну, даже на какой-то период казалось, я не смогу, я это не преодолею. Может быть, вы были в каких-то опасных ситуациях, когда вам тоже казалось, что, ну, условно, все, ну, завершается, или когда я не смогу выбраться из этого положения. И это, опять же, ознаменовало то, что это не окончание, это окончание определенного жизненного проекта или определенного пути. Дальше вот эта перезагрузка и начало чего-то нового. Вот вы где-то легко можете перестроиться. Может быть, вы не всегда такими были. Может быть, это вас так жизнь заставила. Но ресурсность по-всякому проходит в разных как бы ипостасях. И через изучение, и умение зарабатывать. И сами-то вы позитивный человек. Нам как солнышко, да, представлена эта карта. Ну давайте, кто вы? Ну вот вы тот человек, для которого очень важны традиции. Традиции, может быть, отчасти вероисповедания где-то, да. И меня смотрят люди из разных стран, и, понятно, вероисповедания мы вообще не касаемся, но это тоже ведь традиции, правильно? Вот для вас это своеобразный базис, вы можете менять, или вот разные этапы жизни, я пытаюсь увязать эти две карты. Но вот этот стержень внутри вас вам дает возможность отстроить свое благополучие практически с нуля. Но это желание, знаете, как может быть, и семьей, даже если вы сейчас один или одна. Желание расширять для себя горизонты, сделать свою жизнь более понятной, отчасти удобной, более комфортной. То есть помимо того, что есть какие-то устремления, цели, намерения, но есть вас тот якорь, надежность, уверенность, когда вы и сами буквально материально создаете себе вот эту подушку безопасности, теплый уютный дом. И даже если вы сейчас находитесь в какой-то сложной ситуации, вы точно знаете, к чему вы стремитесь, понимаете? Здесь две карты нам
уже сразу говорят, что тут конкретный человек. Это не тот, который блуждает в потемках. Вы знаете, на что вы можете согласиться и с чем вы не будете согласны однозначно. И где-то это на уровне, может быть, и вероисповеданий, и ваших представлениях о том, что принято, и о том, что недопустимо. Фамилия, извините, читаю уже по-итальянски. Семья, любовь, радость. Вот конкретно прописаны такие значения в этой карте. Вот это то, что для вас, кто вы. И, может быть, у кого-то из вас и дети уже есть. Может быть, меня смотрят люди даже, для которых есть жизненный опыт и очень богатый. Ну, тогда, мои дорогие, если это где-то резонирует с первых слов, то это для вас не важно, что там у вас в паспорте написано. Это только лишь, знаете, констатация вашего момента рождения. Но у вас, тем не менее, новый жизненный этап, новая энергия. И ведь это карта и бодрости, и силы, вдохновения, и буквально желание смотреть на мир глазами ребенка. Это любопытство к жизни, мои дорогие, основная побудительная черта тех людей, которые никогда не сдаются. Не к соседу любопытство, нет, мои дорогие, именно к жизни, когда хочется узнавать что-то новое, когда, ну, может быть, даже в наше сложное переходное время, да, как китайская поговорка, не дай бог пожить тебе в эпоху перемен. Ну, вот мы как раз в ней и живем. Но вы даже в этом видите позитивное начало, потому что можете даже благодарить судьбу за те перипетии, которые вам помогли, может быть, высшие силы, преодолеть что-то. Но вы дошли до этого момента, и для вас вот это многообразие мира, оно играет всеми красками. Вы, правда, умеете находить возможности в тех случаях, где люди выхода не видят, понимаете как? Удивительный человек, тут можно сказать маг и волшебник. Для вас все-таки, как и семья, да, или дружба имеет значение. И тут у каждого, конечно, по-своему. Ведь это партнерских отношений. Двойка жезлов нам говорит. И где-то карта говорит, что, может быть, вы сейчас находитесь как в поиске. Я такое предполагаю по тузу Пентаклей. Все-таки ребенок один, да, вот вы один, а ищете какого-то такого надежного соратника, спутника жизни, может быть, или надежного партнера, все же жезлы, это дела, работа, бизнес, и когда мы хотим реализовывать свои планы. Но это должно быть как-то согласовано, когда человек отвечает вашим, ну не просто требованиям, а когда он вас чувствует, и когда, ну где-то он отчасти похож на вас. Пусть он, ну, похож, что я имею в виду, ведь по сути нам два разных человека тут показаны. Но что их объединяет? Несмотря на то, что они разные, они смотрят в одном направлении. Может быть, это для кого-то, вы даже, жизнь вас научила уже теперь к людям относиться непредвзято. Вы готовы, опять же, как и горизонты собственной жизни, так и, может быть, новых людей впустить в свою жизнь. Я такое вполне могу предположить, кто вы и что происходит прямо сейчас. Вы знаете, вот эта карта баланса, может быть, это вы совсем недавно себя перестроили, вот как в новой энергии. Вы более спокойны стали, может быть, недавно совсем. Почему недавно говорю? Потому что тут начало, новый жизненный этап. Мы с этого с вами начали. Если раньше вы были более непримиримым таким человеком, или вам хотелось даже, ну, когда вы чувствовали даже какую-то неправду или неискренность, вам хотелось, ну, как-то с этим разобраться. А вот теперь не хочется. Теперь хочется отстраниться, нежели кому-то что-то доказывать. Вот такая могла быть метаморфоза в вас самих. Может быть, это касается, кстати, и родственников, близких, потому что тут вот у вас одни ценности, а тут ведь, кстати, и близкие могут быть для вас вот то, что важно, а тут поведение со стороны близких, может быть, нам об этом не говорят, нам ведь о вас просто рассказывают. Тут, может быть, оно такое, с особенностями будем говорить. Но, тем не менее, вы принимаете людей такими, какие они есть. Вы сами умеете находить и компромисс, и умеете контролировать, опять же, свои эмоции, свои желания, сообразно той обстановке, которая есть. Вот посмотрите, 4 карты достали. Ну, тут нам обрисовывают такого человека, который и надежный друг,
надежный помощник. Ну, может быть, это вы теперь как раз проводите баланс. Во всех ли делах мне нужно участвовать? Может быть, этот баланс вам в первую очередь нужен для того, чтобы, ну, как-то правильно распределить силы. Потому что нам, правда, не говорят о вашем опыте. Основная отправная точка – это именно начало нового жизненного этапа. И поэтому ваша сигнификация, она подойдет для тех людей, когда вы идете вперед, когда вы, в общем-то, надеетесь сами на себя. И я могу допустить, что это ваши, скорее, близкие или ближайшее окружение, они на вас тоже надеются. Вот тут вот точно. Но, может быть, наступило то время, когда вы понимаете, нет, ну вот я тут всем хороший или хороша не буду, у меня просто на все не хватит сил. Вот, кстати, такой момент может вас отличать. Ладно, кто вы и что происходит прямо сейчас. Вы умеете зарабатывать деньги. Вы умеете действительно свое благополучие, может быть, начать и как будто закончить. Вот начало и какой-то итог. Может быть, вы сейчас находитесь на том жизненном этапе, когда карта нам будет обрисовывать, что у тебя сейчас как будто жизнь, ну, в темпе, в ритме. Вы выруливаете словно на обгон. И то, что вы начали когда-то, может быть, нам карты не рассказывают, как ни странно, про тот путь, который вам довелось пройти. Но, может быть, теперь основная точка – новый жизненный этап, и вы чувствуете, что вот-вот мои желания будут сбываться. Правда, сильные люди. И все же эта карта, хоть и кубки, а тем не менее нам говорят о желаниях, о мечтах и о счастье. Вы верите в свою звезду. Вы верите в ангелов-хранителей, вы верите, или вот это вероисповедание, что я говорила, традиции, для вас это не пустой звук. Вы можете сказать, что даже в сложные периоды жизни вам судьба буквально помогала, или высшие силы. Вы благодарны судьбе, что сложилось именно так, как сложилось. И даже если что-то будет на последующий период барахлить, не складываться, тем не менее вы все равно идете вперед. Вы настолько самодостаточны, в принципе. И я могу сказать, может быть, кто-то из вас мечтает вот о таких партнерских отношениях. Но вы сейчас один или одна. Вот по всем картам выпавшим вы боитесь предательства. И для кого-то это путь одиночки, мои дорогие, правда. От начала до конца. Именно потому, что вам хочется как свою миссию осуществить. Или то намерение, которое вы как чувствуете кожей, вы чувствуете именно на уровне ваших ощущений, что я ведь могу это осуществить. И мечта – это не что-то призрачное, а это мне нужно как-то свою жизнь скоординировать именно правильным образом, чтобы не чужие мечты исполнять, а свою собственную. Вот более чем ресурсный человек. Ладно. Кто говорит о вас? Давайте зададим вопрос. Мы будем спрашивать, кто и что. Но вот, наверное, второй ряд карт. Кто о вас судачит за вашей спиной? Кто говорит о вас? Ну и раскроем потом, что же о вас говорят. Хотя так вот, по первому ряду карт вам, в общем-то, все равно. Ну, давайте посмотрим. Может быть, вот партнерские отношения – это как центральная карта. И поиск вот этого человека, вы сами ресурсны, но вам какой-то надежный человек нужен. И именно, пусть он будет как будто другой, пусть он будет говорить на других языках, пусть он как-то отличается от вас, но прогресс будет состоять в искренности и то, что вы умеете видеть одно направление. Так вот, давайте узнаем. Вот смотрите, как интересно. Перемешала колоду. Сейчас смотрю, девятка земли. Девятка кубков. Но это не про эмоции. Хотя в этой колоде, как я уже сказала, желания, мечты и счастье. А в этой колоде нам все же говорят, в основном, как бы, это карта самодостаточного человека. Почему я все это сказала? Но подтверждает карта о том, что у кого-то из вас, это правда, вы выруливаете на обгон по части финансов. У вас сейчас словно наступает ресурсный период, и, может быть, этот расклад вам и нужно даже посмотреть для того, чтобы у кого это резонирует. Вы ведь можете еще пока где-то быть на
вот этапе поиска, да, партнерских отношений и одновременно какого-то баланса. Но уже предчувствовать, что правда, ваша ресурсность, она должна как бы именно вам во благо как-то быть переложена. И вот эта финансовая стабильность. Вы понимаете уже к этому периоду, что деньги – это не ради денег, а потому что у меня очень много желаний. И деньги – один из способов взаимодействия с миром. Кто-то желает путешествовать и понимает, что ну да, тут финансовый вопрос для этого нужен. Для кого-то тут буквально как бы жизнь, люксо, ну как люкс жизнь, будем говорить, да, так чтобы было понятно. Или это новое качество, новый уровень жизни. Вы к этому стремитесь. Ладно, немножко остановилась, потому что вот настойчиво прямо нам карта говорит об этом. У кого-то работа из любой точки мира. Там вторая карта была шестерка мечей. Она как раз об этом говорит. И о переездах, о поездках. И так, кто говорит о вас за вашей спиной? Да вас только и делают, что обсуждают и говорят. И вы знаете всех этих персонажей. Вам до этого как будто даже нет дела. Потому что вы уже завершили свою зависимость от того, что кто-то говорит. Это, знаете, как мудрость есть такая. Человек рождается, о нем говорят. Человек умирает, о нем говорят. Если от рождения до смерти о нем не говорят, значит, он и не жил. Вот вы где-то так мудро теперь уже относитесь к тому, вообще, кто там говорит, что говорит. Я, честно говоря, тогда удивляюсь, что вы продолжаете смотреть расклад. Но, может быть, побудительный мотив – это есть какие-то отношения у вас сейчас, и вы пытаетесь интуитивно, ну, как бы себе просчитать дорогу или возможное развитие этих отношений. Ну, давайте тогда пойдем дальше. Кто говорит? А вот вы знаете, тут языки судачат о том, что вы всегда поднимаетесь из какого-то хаоса, из неразрешимых проблем, из полного минуса. Вы всегда победитель. Кто-то, кстати, может и завидовать, потому что, знаете, так вот как будто ахать и думать, это ну надо же, вот как это ему или ей удалось выйти из такой ситуации победителем. Тут кто-то вас видел, знаете, как поверженным или поверженной, и думали, ну вот теперь-то точно не оправится. Вы знаете, я тут могу даже предположить, что кто-то из людей, который вас знает очень давно, с кем вы имели взаимодействие, вы еще и кому-то помогали. Тут тоже, может быть, и злорадствовал по части того, что у вас было какое-то фиаско. Вы знаете, у вас явно было в жизни фиаско. Может быть, и не одно, как я говорила, но вы поднимаетесь с колен. Вот вы по жизни победитель, и кто-то будет вам завидовать, хотя тут завидовать нечего, потому что тут у нас отчасти самоконтроль, самодостаточные люди. А самодостаточность – это когда вас жизнь, может быть, уже научила, знаете, как допускать или позволять себе право на ошибку. Это побудительный, как бы, или даже начальный, необходимый элемент, чтобы самодостаточным человеком стать. Ведь очень часто люди обвиняют кого-то, каких-то персонажей, или говорят, а вот нет, ему повезло, а у него там такие родители, у него там условия, а у него обстоятельства. Они свою бездеятельность оправдывают тем, что кому-то повезло больше, или он как рожден под счастливой звездой, или в его руках какие-то постоянно, ну, ресурсы появляются. И вот такие люди, глядя на вас, думают, что это как какая-то магия, это вас, ну, вот действительно какие-то силы оберегают, а на самом деле вы просто умеете анализировать свои ошибки и говорить: "Да, в этом я ошибся". Или "В этом я, ну, где-то и лопухнулась, может быть, не без этого, но теперь я уже этого не повторяю. Я признаю, что я могу еще каких-то 150 ошибок совершить, но, значит, пойдем по ходу развития ситуации, и все равно жизнь, она не только мучит, но она и учит. И вот эту формулу вы уже усвоили вполне. И поэтому вы не застреваете в прошлом, понимаете, вы быстро переходите
из какого-то прошлого разрушительного состояния. И для вас как раз минус какой-то, там, где люди чувствуют себя словно пораженными наповал. А для вас это вопрос времени, как будто время пошло. Это новый отчет. Это все то, что я говорила. Поэтому да, тут вас видят люди успешным человеком, который, кстати, мудро умеет принимать какие-то решения. Может быть, это те люди о вас говорят, которые за вами долгое время наблюдали. Может быть, это те люди будут о вас говорить, которые сами по себе, ну, вообще не обладают ни одним вашим качеством. Тут будут те люди, которые за вами словно подсматривают, мои дорогие, им любопытно. И также те, которые не видят возможности, которые видите вы в, казалось бы, патовых ситуациях. Те люди, с которыми вы долгое время имеете контакты. А вас судачат 2 семерки, даже те, кому вы помогали. Даже те, кому, может быть, это вот вы на сегодняшний день достигли какого-то определенного уровня. Тут ведь могут быть люди, которые вы вот буквально, может быть, становитесь популярными. Меня смотрят разные абсолютно люди, и у кого-то, может быть, вот эта популярность к вам приходит через ваше творчество, или когда вы заметными становитесь, да, может быть, в своих кругах, или как-то много контактов у вас. Вот такое тоже может быть. Причем контактов вокруг вас много, но вы-то как будто сами по себе. Но часто по семерке это и проходят как раз те, с которыми нас сталкивает судьба, или пусть это где-то ваше окружение, близкое, да, но может быть даже и далекое. Я такое вполне могу предположить, и близкое, и далекое окружение, которым вы, опять же повторюсь, помогали или имели общую работу, общую сферу занятости, на какой-то период общие интересы. И тем не менее, когда они, ну, втайне о вас что-то узнают или вас где-то видят, просто, может быть, случайно в городе или в какой-то местности, когда они вас смотрят, вот именно на вас смотрят, они видят, насколько же в вас, если идет трансформация, то вам как будто время нипочем. И вот я говорила по возрасту, мои дорогие, это не важно, что там у вас в паспорте прописано. Люди, те, которых, может быть, время даже не пощадило, а им казалось, может быть, они вас помнят с той поры, с того периода, когда вы были повержены. И теперь они смотрят и думают, а что это за метаморфоза? Почему мне какие-то ситуации жизненные меня разрушают, а словно ему или ей, наоборот, они дают силы, и она преодолевает, или он как будто еще вчера мне казался, ну, таким не просто пораженным, а когда он ничего не может сделать. Не было каких-то ресурсов, люди их действительно не видели. Может быть, в Титане действительно злорадствовали по десятке мечей, а то еще и, знаете, словно в тот момент, когда мы падали, нам еще или подножку подставили, или еще и, знаете, так это в спину толкнули, чтобы мы упали навзничь, а не приземлились, может быть, как-то, ну, так это более безущербно для самих себя. Удивительно, кто и говорит о вас. О вас, вы знаете, судачат и молодые, может быть, о том, как ну, вот вы можете рассматривать, кстати, свой возраст по этой карте, как, ну, может быть, вы думаете, я как-то вот одеваюсь по-другому, да. Могут судачить, кстати, по вашему внешнему виду, что это от вас исходит именно от души, а кто-то будет сетовать, что, эх, возраст, могла бы или мог бы одеваться как-то по-другому. А вы одеваетесь не потому, что кому-то понравится. Вы тут сами по себе. Вам так удобно, вам так комфортно. Вы ощущаете, ну вот, наверное, ваш стиль, он как casual style, да, максимально комфортный, как вас это, ну, даже олицетворяет, я бы сказала. А тут могут думать, ну надо же, и где-то осуждать даже за внешний вид, за ваш имидж. Вам завидуют, мои дорогие, понимаете? Черной завистью, вот правда. А вы-то их не замечаете. Вы даже как будто даже не можете, может быть, сейчас вы слушаете,
и так соотносите. Это вообще о ком может идти речь? Вы о некоторых людях забыли. Вы их воспринимаете как эпизод. Ну, они вас помнят, вот это точно. А если мы говорим молодежь, вы как раз больше общаетесь с молодыми, потому что вы в них видите, что ваши интересы с ними совпадают. Вы, возможно, как-то даже в них видите продолжение или, знаете, вот эту динамику, любопытство к жизни. Вы с ними словно в одних энергиях. И я смело скажу, что может быть, с большинством даже ваших ровесников, это если меня смотрят люди, которые, ну, уже какой-то жизненный опыт имеют, то вам скорее в сторону молодых. Вы резко можете изменить направление. Кстати, люди могут это подмечать за вами, что вы умеете так быстро раз и как-то перестроиться. Вы умеете быстро раз и словно развернуться или развернувшись вокруг своей оси, незаметно сменить имидж, сменить обстановку, сменить место жительства. У кого-то именно так. Обустроить с нуля буквально свое благополучие, даже если судьба все равно ставит на колени. Вы, вот по сути дела, мы меняем направление, и это наше решение. Вы умеете сами себя мотивировать, и этому тоже завидуют. Ну, давайте еще. Кто говорит о вас за вашей спиной? Может быть, прямо сейчас? Может быть, это та персона, которая теоретически появится в вашей жизни. Вот давайте, кто из тех, кто судачит за вашей спиной, имеет с вами контакты? Вы знаете, те, кто вам отправляют какие-то, может быть, буквально письма, или к вам приходят от них какие-то сообщения. Может быть, это те, с которыми у вас идет переписка, те, которые вам посылают вести. Совсем не обязательно, что это, к примеру, будут люди молодые. Здесь именно имеется в виду, что есть ряд лиц, с которыми вы взаимодействуете по документам или по тому, как вы хотите осуществить какое-то намерение, цель, решить вопрос, и это будет связано, ну, буквально с какой-то бумагой или документом. И вот тот, с кем вы взаимодействуете, или что вы пишете, может быть, ваш род деятельности, занятий будет тоже связан с тем, что вы что-то пишете, создаете, креативите. Каким-то образом это излагается либо на бумаге, либо в мессенджерах, либо, ну, я не знаю, там, ну, посредством нашу цифровую эпоху, все равно это какое-то письмо идет. И о вас тоже могут судачить, между прочим. Давайте посмотрим, кто еще говорит. Или это буквально есть какие-то контактные люди, которые о вас говорят, потому что вы себе задумали, к примеру, получить какой-то документ, какое-то разрешение, согласовать какой-то вопрос. И с тем, с кем вы уже провзаимодействовали, может быть, недавно, неделю назад, 2 дня назад, вот буквально сегодня, смотря вы когда смотрите расклад. И поверьте, вы персона заметная. Вы, входя в кабинет, уже вызываете желание продолжить о вас тематику, когда вы выйдете из кабинета. В том числе говорят близкие. Ну вот так конкретно мы подбираемся, кто о вас говорит. О вас всегда будут говорить те, кто находится в застое. О вас будут всегда говорить те, которые сами ничего не предпринимают. О вас будут всегда говорить те, которые вас знали очень давно. Вы всегда будете поводом для обсуждения, мои дорогие. И именно для тех людей, которые ждут, когда завтра случится прекрасное завтра, или придет возможность, или те люди, которые вам говорят фразу «было бы неплохо», но вот сейчас я не могу, или какие-то объяснения. Вас будут судачить люди, те, которые говорят, знаете, ну вот когда это случится, или у меня появится возможность, те люди, которые вас тоже кормят завтраками, кстати, они тоже вас будут обсуждать. У кого-то, кстати, вот эта двойка жезлов будет говорить, что было взаимодействие с конкретным человеком, а потом пошла какая-то пауза. Вот, кстати, перейдем поконкретнее. Может быть, вы и ищете, да, вот такого надежного помощника, друга, искреннего человека, и вы
к людям непредвзято, правда, относитесь. Но, может быть, и была уже в вашей жизни такая история, когда, ну, она вас научила чему-то определенно. Но в основе этой истории были, может быть, и было развитие отношений, может быть, даже и вы думали в какой-то период, ну вот, я нашел или нашла такого человека, а потом пошла какая-то пауза. А следом за этой паузой еще длиннее пауза. И вас кормят эти кормили, может быть, и сейчас это происходит. И вы уже, скорее всего, там ничего не ждете. А вот человек за вами может и наблюдать, а вас могут обсуждать. Те, с кем вы были знакомы, вы интерес, понимаете, к вам, он никогда не угаснет. Вот на вас какая-то магия, наверное, по рождению такая наложена, что о вас будут все время говорить. Я уже говорила об этом, тоже сказала как бы, да, вы постоянно будете как источник отчасти разговоров, пересуд, а может быть и сплетен, или источник желания оставить с вами контакты на всякий случай, опять же, за счет вашей ресурсности. Здесь и чужие, и свои. Кто о вас еще говорит? Да, те люди, кому вы сказали нет, с кем вы уже, возможно, простились. А эти люди сейчас, оглядываясь назад и на ваше, может быть, сегодняшнее состояние дел, ресурсности, тоже думают: эх, что-то упустил или упустила. Как бы мне бы вот так бы вот взаимодействовать, чтобы, ну, может быть, какой-то кусочек урвать. Я это допускаю. Но люди не будут ничего предпринимать. Они могут сожалеть или могут вам льстить, могут улыбаться в глаза и все равно только сожалеть, что от вас когда-то отказались. Может быть и так. Или когда-то сделали выбор не в пользу вас, а чего-то другого, каких-то условностей. Или поставили какие-то отношения на паузу. А сейчас на смену приходит сожаление. Сожаление и самое главное, может быть, и хотел бы человек вернуться, но понимает, что вам он уже не интересен, кстати. У вас уже другие планы. Да вы вообще уже куда-то словно стартанули и убежали очень далеко от того периода, когда, может быть, вот это взаимодействие с загаданной персоной или вот той персоной, которую нам обрисовывают, уже этап жизни целый прошел. И вы настолько дистанцировались. Может быть, у кого-то буквально на расстоянии, а у кого-то это вы ушли вперед, вы изменились, как будто не рассказывая мне о прошлом, кем я был, я уже другой, вот так. А человек будет еще о вас что-то обсуждать. О вас будут говорить даже люди, которые наделены властью, мои дорогие. И даже те, с кем вы взаимодействовали, я говорила, в кабинеты вы заходите, и будьте уверены, закроется за вами дверь и начнется обсуждение, даже в высоких кабинетах. Вы та именно персона, ваша харизма заставляет людей как бы на вас концентрировать внимание. И знаете, тут человек, люди могут быть даже, когда для вас нужно быть очень осторожными, понимаете? Раз вы обладаете такой особенностью, и все же по королю мечей у нас проходят те люди, которые часто как раз и ассоциируются, ну, допустим, с теми, которые работают по приказу. Мы часто эту карту перекладываем как на людей в погонах, представителей власти, чиновников, да. Это у кого-то из вас, может быть, и вы где-то врач, или вы работали в сфере медицины, такое тоже. Или вы сами, мои дорогие, вот кто меня смотрит, юристы, адвокаты. Ну, может быть, вы сейчас этим и не занимаетесь, или как строите карьеру. Но там, где вы были, о вас все равно продолжают говорить. Вас там уже и нет. Вот же в чем вопрос. Но это персоны, которые, тем не менее, они какой-то ресурсностью в своих руках обладают, понимаете? И вас там нет, а разговоры продолжаются. Поэтому некоторый такой контекст говорит о чем вам? Что вам нужно это принять во внимание, когда вы где-то оказываетесь. Вы как видны, понимаете? Вы на виду. И поэтому, даже уходя, вы оставляете эти разговоры, и поэтому
продумывайте, ну, что вы говорите, когда вы контактируете с некоторыми людьми. Потому что вы об этом можете не думать, кстати. Вы не зависите от чужого мнения. Кому-то это тоже может не нравиться. Вот этот такой тонкий нюанс. Вам как будто, может быть, и нужно уметь оставаться незамеченным в некоторые вопросы, не привлекать к себе внимание. Потому что мы не знаем, ведь правда, тут нам уже сказали, что вы идете вперед. По типу, вот как в той поговорке, собака лает, караван идет. А вот эта аура из пересудов, она как будто где-то там за вашими плечами останавливается или остается. Иногда это как накопившаяся энергия. Увы, не все желают добра, я должна об этом сказать. Причем как и близкое, так и далекое окружение. Кто-то даже сами того не желая, понимаете, тогда речь идет о вашей энергетической безопасности. Давайте мы узнаем. Так что они тогда говорят о вас? Кто нам уже обрисовали? А вот что о вас говорят? Что о вас еще говорят? Да, тут я одно могу сказать, что именно ваша ресурсность, это и ваше притяжение, это вы как магнит, ваша харизма. И раз уж вам суждено так быть на виду, на первых ролях, себя ведь надо защитить, правда? Давайте вот так по-честному скажем. Потому что, как у Бориса Пастернака в романе доктора Живаго, зависть — родная сестра и неразлучная спутница сатаны. Вот лучше про зависть не скажешь. Это, знаете, как сгусток невидимых темных энергий, которые именно из-за зависти начинают иногда за нашей спиной кумулироваться или, знаете, как в движение приходят. Поэтому вам это нужно иметь в виду. Так вот, что о вас еще говорят за вашей спиной? Мои дорогие девочки, например, да, меня смотрят мои расклады, мужчины и женщины. Но вот я для девочек, для прекрасной половины. Это, знаете, может быть еще разговоры, связанные с личной жизнью. Мои дорогие мужчины, здесь тогда я больше вижу, да, отчасти и разговор о вашей семье, но тут тогда вы через деньги будете к себе притягивать внимание и говорить о том, что у него там где-то в кубышке лежат гроши, буквально деньги, да? Мои дорогие девочки, это тогда и о вас могут говорить отчасти. Что говорят? О вашей ресурсности, к примеру. Что вам помогает какой-то мужчина, а вам никто не помогает. Тут вам, скорее всего, может быть, и есть такой партнер, который, да, по бизнесу, по работе, или такой друг, но вам тут не помогает. Тут разве что с позиции партнерских отношений вы тут сами себе помогаете. И что я хочу сказать? Это вам, мои дорогие девушки, женщины, это вам вот в таких мужских энергиях более рационально. Но люди-то вас видят такого ресурсного человека именно потому, что вы со всеми делитесь. В этой колоде король Пентаклей или король Земли — это, понимаете, те люди, которые готовы отдавать. И вот, казалось бы, вы помогаете, вы кому-то помогаете. Люди это видят, безусловно. Но они где-то будут говорить о том, это и ему помогает, это и ей кто-то помогает, поэтому она такая добрая. Вы понимаете? То есть люди вас все равно неправильно оценивают. Удивительно. Что у вас еще говорят за спиной? Кстати, люди видят, что вам словно ангел выходит навстречу. Вы знаете, вам правда высшие силы помогают. Поэтому мы в самом начале говорили, высшие силы и, может быть, вот эти традиции, вероисповедания, ангелы как будто за вами и наблюдают. А у нас колода это волшебная, я бы сказала. Я ее очень люблю. Вот обратите внимание, там, где нет изображений ангелов, там все зависит от вас самих. От ваших контактов, распределения сил и так далее. Но там, где изображение ангелов, это действительно включаются невидимые силы или высшие силы. Назовите как угодно. Ваша вера. Вера и в себя, и в том, что вы вот с высшими силами единое целое. Единое целое с вашими ангелами. А люди говорят то, что вы умеете каждый раз подниматься с колен. Вам как будто все нипочем. Но также они видят, что
Они не могут это объяснить, мои дорогие. Может быть, именно из-за этого присутствует элемент зависти, кстати, потому что их удивляет. Они о своем удивлении, как вы можете подниматься или отстраивать свое благополучие с нуля. Явно вас судачат те люди, которые вас знают долгое время, это правда, снова карта подтверждает. Ведь по восьмерке кубков мы оставляем прошлое за плечами, за спиной. И вот вы оставили тех людей и пошли дальше. Возможно, вы о них забыли, ну или иногда так ситуационно вы слышите что-то о них. И вы тут же забываете, потому что они не играют никакой роли, никаких интересов и никакого продолжения для себя вы с ними не видите. Разошлись, говорят, как у моря кораблей. А вот то, как они вас представляли и как, может быть, видят вас теперь, вас могут видеть даже, вы не замечаете кого-то. Но находясь в местах, может быть, когда вокруг вас какой-то коллектив или какая-то общность на улице, люди издали вас видят, узнают, а вы их не замечаете. А они смотрят на ту метаморфозу, которая произошла с вами, и удивляются, ну надо же, ему или ей опять все нипочем. Но видят, что вы совсем не те, кто были прежде. Но это, понимаете, как что говорят? Зависть опять же. И в то же время, знаете, и бессилие их действовать так же, как вы. И в то же время понимать, как это происходит. Вы проходите действительно сложные трансформации. И люди не могут вообще тут соотнести, что они говорят. Может быть, даже говорят те, которые вам я тут уже обмолвилась, что тот, кто вам когда-то не просто, ну, как-то не помог, не протянул руку помощи, а в тот сложный период вашей жизни еще и пытался подставить подножку или словно еще и подтолкнуть в спину, они удивляются теперь тому, как вы все равно поднимаетесь и идете дальше. Здесь могут быть те люди, которые вам нарочито уже даже осуществляли предательство или вас пытались или обманули, может быть, это у кого-то получилось, карта трансформации. А вы воспринимаете эти жизненные этапы как, ну да, это ошибка прошлого, моя собственная, но теперь я так не поступлю. И то, что вас должно было по чьему-то мнению разрушить, для вас это была какая-то новая точка отсчета. Вас каждый раз какие-то трудности трансформируют. Вы возрождаетесь. Вы действительно возрождаетесь, словно птица Феникс. И это не может не вызывать пересудов. Или, кстати, вы еще та персона, с кем вы контактируете более долго. Вы меняете людей тоже. Они, может быть, упираются, они не хотят меняться. Потому что, ну, как-то так вот в их болоте тепло и сыро, привычно будем говорить. Ну, зачем тут какая-то трансформация? И зачем тут надо какие-то действия предпринимать? А вы сами, знаете, ну, тоже как звезда такая путеводная, на вас равняются. Может быть, многие пытаются где-то быть похожими на вас. Может быть, особенно пытаются, когда у них начинается эта трансформация. Но поверьте, с многими людьми, с которыми вы контактировали, у них в жизни наступают трансформационные перемены тоже. И тут по разным причинам. Но кто-то может и говорить, что вы что-то тут наколдовали. Вот, кстати, я такое не исключаю. Что о вас говорят? Но опять же, вот эта карта не случайно вам переворачивалась. Мне нечего, и мы будем сейчас завершать наш расклад, потому что карты просто дополняют и дополняют все то, что я начинала говорить, наверное, с первой карты. И нам переворачивалась уже карта самодостаточности, карта уверенности, карта финансового благополучия. У вас оно действительно есть, оно приходит, оно преувеличивается. Но сохранять самое себя– ваша основная задача. Потому что люди вас буквально могут видеть, ну, вы можете видеть, что у вас, к примеру, сейчас да, с одной стороны, вы видите, как выкрутиться из сложной финансовой ситуации, а кто-то, глядя на вас, вас воспринимает как денежный мешок. Извините за это не очень корректное сравнение, но что выпало, то выпало. Это ведь правда так. И это основной повод зависти. Что о вас говорят?
что вы очень молод, что вы юны душой. И вы умеете находить в патовой ситуации для себя возможности. У вас один кубок в руках, но именно из этого кубка и ваше вдохновение, творчество, ваш взгляд на мир, на вещи и одновременно рыбья голова о чем говорит? Вы легки на подъем, вы любите путешествовать, вы готовы изучать что-то новое и одновременно через взаимодействие с этими всеми силами к вам, мои дорогие, приходит и финансовая стабильность. Вы не сидите на месте, вот понимаете? И в данном случае вы молоды душой. Это человек, который остается и молод душой, и чувствителен. Это те, которые надежные. Это у кого работает прекрасная интуиция. Но вот посмотрите, если с туза земли начался наш расклад, а здесь нам паж выпадает, паж кубков. У вас уже какой-то новый план. И люди где-то это понимают. Но вам сейчас, все же, я так вижу, себя в каком-то новом качестве необходимо сохранять. Вам сейчас для того, чтобы ваши планы, мои дорогие, вот какая-то ваша трансформация, она заканчивается. И вы уже опять на новом этапе, причем с большими ресурсами. Но вам тоже перезагрузка какая-то нужна для того, чтобы четко определить, на что вы согласитесь, или каким-то образом минимизировать те трансформационные перемены, которые произошли недавно. Вам тут будет очень важно сделать какие-то выводы. Я все-таки вижу так. Потому что карта трансформации ведь это и есть, по сути дела, перемены. Вам придется, может быть, перестраивать свою жизнь буквально с новыми законами. У кого-то переезд, может быть, осуществиться. Этот переезд может быть связан как-то спонтанно с какой-то внешней обстановкой. Будьте к этому тоже готовы. На вас могут воздействовать и, знаете, как будто вас притягивать, задерживать в какой-то ситуации. Вот будьте тоже, вам что-то подобное будут говорить, потому что будут вокруг вас люди, которые не хотят оставаться надолго именно. Ну, они чувствуют, они вас теряют, и из-за этого их жизнь словно разрушается. Вы для кого-то как палочка-выручалочка, мои дорогие. И человек или люди будут бояться потерять вас. А для вас это тоже трансформация, потому что для вас задача как-то свою ресурсность по максимуму переложить себе на пользу. И нам не про эгоизм говорят, но определенное самосохранение для вас необходимо. Вам как будто эту трансформацию, которая, может быть, недавно завершилась, максимально нужно отсрочить. Мы ведь говорили, что у вас такая, ну, как многоэтапность в вашей жизни проходит. И вот как будто только что у вас что-то или происходило, или происходит, или вы, вот я говорила, выруливаете на обгон. Но теперь новый уровень самосохранения для вас нужно принять во внимание. Ну, это вот защищать себя и энергетически, и перед тем, как на что-то согласиться, быть более вдумчивыми. Или о себе много не рассказывать, я об этом тоже говорила. Потому что вы – это живая харизма, понимаете? И вы всегда будете оставлять какие-то желания поговорить о вас после того, как закроется дверь кабинета или вы ее закроете. Перекладывайте на себя. А я благодарю за то, что вы смотрите мои видео. За то, что вы мне пишете волшебные отклики, душевные пожелания. Передаете мне тоже свое душевное тепло. Вы – мое вдохновение, правда. Я не всегда успеваю отвечать. Надеюсь на ваше понимание. Правда, по времени у меня столько планов. Вот поверите, море просто. И я не могу никак соотнести, как это мне распределить свое время. Это, наверное, таймлайн. Это у меня основная проблема. Поэтому я надеюсь на ваше понимание, если я не откликнулась на комментарий. Но поверьте, все читаю с удовольствием. Оставайтесь, мои дорогие, со мной. Подписывайтесь на мой канал. И будьте счастливы, будьте любимы всегда.